Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. С вами Николай, Луна. Но они тут все в банде. Часто говорят: Николай, почему собак не показываете? Вот собаки здесь. Ну, все в порядке. Так вот, к чему я вообще затеял сегодняшнее видео? Очередное пустословие, как кто-то скажет. Но у меня случилась такая ситуация. Я набрал себе, вы знаете, орхидей. Вот они стоят, на них смотрю, шикарные. Просто хочу вам показать, какие я купил сорта. Вы знаете, совершенно неожиданно я поехал для вас таки опять снимать видео про садовый центр. Вы часто меня просите, садовые центры. И я наконец-то нашел время, думаю, поеду, поснимаю садовый... Гонки, скачки. Поснимаю садовый центр для вас. Поехал, бог знает сколько ехал. Приехал, ничего хорошего нет, абсолютно пустота. Какое-то все полузалитое, полуубитое. Думаю, ну что мне снимать людям, показывать? Ничего интересного. Такое нехорошо даже показывать. Хорошего ничего сказать там не мог, а критиковать тоже не хотелось. Поэтому я уехал. И потом мне присылает моя подруга фотографии орхидей, которые она купила. Она говорит: вот смотри, какие классные орхидеи я купила. Я посмотрел, думаю, так классно, действительно орхидеи. И все, это от меня ушло. Я потом, вы знаете, дома, часов в 7 вечера, лежу, никого не трогаю, у меня выходной, да, я отдыхаю, ножки вытянул, лежу такой. И такая мысль у меня, я к чему это вообще рассказываю, потому что интересно, у вас такое бывает или нет, или только у меня такая пуля в голове. Я такой думаю, а что мне орхидеи не купить? Вы знаете, с орхидеями у меня такая история, я их то завожу, то потом раздариваю, то потом продаю. У меня к растениям вообще спокойное отношение, то есть я к ним не отношусь как к каким-то, не знаю, частицам. Да вообще нет ничего постоянного в этой жизни. Все постоянно, все в круговороте, все постоянно движется. Сегодня одно, завтра другое. Мы не владеем ничем, да, но это философия. И я также отношусь к растениям, соответственно. Я разводил их раза 3. 3 раза я покупал за последние 5 лет орхидеи, разводил. Они растут у меня прекрасно. Я вообще считаю фаленопсы очень простыми в уходе растениями. Я их покупал, разводил, продавал, дарил. В основном дарил. 1 раз продавал, 2 раза дарил. И потом у меня сейчас всего одна орхидея варигатная есть, с варигатными листиками. Я ее не продаю, она очень похожа на сансеверию. Вы знаете, я их люблю. Я думаю, пусть живет. Но что-то мне так захотелось, вы знаете, у нас стоит такая лима постоянно. Я рассказывал, кто первый раз на моем канале знает, что я очень часто рассказываю про калиму. Это когда здесь пыльные бури начинаются. Вот сейчас зима, климат меняется в мире. Опять очередные пыльные бури. У нас постоянно они. И так, как-то даже мои суккуленты мне уже не то что надоели, но как-то за окном сушь. Дома тоже сушь. И захотелось ничего-то вот такого красивого, такого вот какого-то райского, да, каких-то таких цветочков захотелось, букетов захотелось каких-то в дом принести. И я поехал, вы знаете, я, говорю, лежал на кровати, спокойно, никого не трогал, в 7 вечера подорвался, поехал в Ашан. Думал, кстати, там вам снять видео, но ничего там тоже толком не было, но к 14 февраля, всем, кто празднует, с наступающим праздником Дом любви, привезли орхидеи, и я вам их покажу. Вот вы можете видеть небольшие вставочки, да, у себя. Я там набрал полную корзину этих орхидей, выбрал 9 штук, но в итоге потом остановился на 8, не стал брать 9. Набрал полную тележку, все люди там с продуктами, я с орхидеей. Сейчас я их пока поставил временно в, так сказать, кашпо декоративные, но обязательно их пересажу. Кстати, интересно узнать, во что вы сажаете. Я хочу попробовать пересадить в этот раз в чистый керамзит. Чистый, хорошо промытый керамзит. Смотрел видео одной женщины, очень популярной, кстати, блогер по орхидеям. Не скажу точное название. Ну, оно там сотни тысяч просмотров, я думаю, вы ее знаете. Такая женщина в возрасте, очень приятная. У нее все орхидеи растут в керамзите. И прям, вы знаете, так хорошо выглядят. И я хочу попробовать. Интересно, что вы думаете на этот счет про выращивание в керамзите? Потому что я обычно всегда выращиваю в Корее, тоже хорошо растут. Но мне интересно попробовать. В общем, все. Такое долгое отступление. Та-да-да-да. Сейчас покажу вам полное видео. Эти вставочки вы можете видеть. Да, но там толком ничего не видно. Сейчас я вам покажу мои новые орхидеи. Опять меня понесло. На Инстаграме все уже видели. И, как всегда, начали писать, а куда же делись старые. А что такое? Вот теперь у меня новые опять. Не знаю, насколько они задержатся. Но пока они меня радуют, как и все в этой жизни, оно будет со мной. Поэтому начнем просмотр. И, кстати, по сортам. Не принципиальные сорта, я даже их не знаю. Мне просто нравится их вид. Сейчас посмотрите, как красиво. Так, смотрите, я поставил их на, кстати, в свое время самодельный этот. Сделанный мной такой небольшой столик опорный. Как опорки такие я сделал. И вот тут стоят мои новые эти растения, эти орхидеи. Я вам сейчас каждую вблизи покажу. Вот смотрите, вот есть такая.
Очень приятно. Некоторые бутончики, я вижу, начали отсыхать, они у меня уже стоят несколько дней. Это нормально, всегда так, ну, для тех, кто не знает ничего об орхидеях. Когда мы приносим пара-тройка бутончиков, как минимум всегда отпадет из-за стресса. Новое место, перестановки. Вот такая есть красивая лимонная. Мне она прям очень понравилась, у меня такой никогда не было. Такой однотонный лимонный цвет, очень здоровский. Потом есть вот такая, в форме таких своеобразных масок. Очень красивых тоже, да, посмотрите, какие здоровские. У меня немного шумят, делают ремонт, да, там долбят стены, как обычно. В многоквартирных домах это постоянная тема. В общем, вот такая в форме масок. Тоже я старался брать, когда мы берем орхидеи, кстати, тогда стараться нужно брать, чтобы было как можно больше неоткрытых бутонов. Да, потому что эти бутоны постепенно будут открываться, и цветение будет намного дольше. Вот такую взял. Все орхидеи в 2 цветоноса. Смотрите, тоже очень красивый цвет, согласитесь, такой фиолетовый с окантовкой. Тоже у нее много бутонов. На втором цветоносе вообще ничего. Вот он, видите, еще не открытый абсолютно. Тоже очень здоровский, на мой взгляд, цвет. Потом я взял вот такую красоту. Нормально? Видно, не видно? Да, видно. Просто хочется, чтобы было фокус, маломальски настраивался. Сейчас вроде видно. Тоже очень красивые цветы, красивые цвета. Мне она понравилась. Тоже вот 2 цветоноса. Взял вот такую. Она кремового цвета с небольшой такой тонкой фиолетово-розовой какой-то тоже оправой небольшой. И с возрастом, как я заметил, листочки, они становятся более такие розово-фиолетовые. Тоже прикольные цветочки. Боже мой, как же шумно от этих ремонтов. Следующая это вот такая. Она чем-то схожа с вот этой, да? Видите, вот которая вот здесь она стоит. Вот это, вот это и вот это. Но это она более такая розовая. Давай фокус, делайся, нормально. Что ж такой противный? На Сансевере делает фокус, на королеве коллекции. В общем, вот так видно нормально, да? Вот она стоит. Потом есть, еще есть вот такая, тоже расписная, достаточно декоративная. С большим количеством бутонов, тоже в 2 цветоноса. Так что поцветут они еще меня порадуют. Красивый, мне кажется, сорт тоже очень. Еще я взял вот такую. Это она такого нежно-фиолетового цвета. Тоже удивительная, конечно, красота природы у этих орхидей. Посмотрите, какие они красивые. Я понимаю, почему они такие популярные. И те, кто занимается там каналами про орхидеи, у них сотни тысяч просмотров, миллионы. Потому что реально очень красивые растения, в них что-то есть. При этом они достаточно простые, да, в уходе. Кстати, тоже бутончик этот отвалится явно. Ничего страшного, их еще очень много. И, ну тут я уже показал. Ну все, вот такие вот 8 орхидей. Они стали у меня на прежнее место, в котором я обычно всегда держу орхидеи здесь. Да, они стали так. Не обязательно, кстати, я опять-таки по своему опыту заметил, выращивать их в прозрачных горшках. Прекрасно они чувствуют себя в декоративных кашпо любых. То есть раньше я всегда обязательно держал их в прозрачных горшках. Сажаю я их в прозрачные, чтобы можно было наблюдать за состоянием корней. То есть полив орхидеям нужен раз в 10-15 дней в среднем. Я их замачиваю, то есть я провожу замачивание, замачиваю примерно минут 15-20 в воде, чтобы не касалось основания, немножко про уход, да, не касалось основания самого растения, то есть зона, откуда растут листики, чтобы не намокало, потому что может загнить, если не будет хорошего проветривания. Чисто корни помещаю в какую-нибудь емкость, да, вот, например, в тот же самый горшок можно, если в нем нет дренажных отверстий, если он просто декоративный. Помещаю, оставляю и вытаскиваю. Когда они цветут, удобрения я им не даю. Когда они отцветают, использую специальные удобрения для орхидей, исключительно для орхидей, потому что там свои балансы по микроэлементам. И все. Вот такие, мне кажется, симпатичные растения. Очень приятные, очень даже живенькие, очень яркие. Я на самом деле люблю уже больше домашнее цветение. Магазинное цветение для меня оно не так принципиально. Хотя чем дольше оно продлится, тем лучше, конечно, да, потому что оно очень все равно красивые цветы. Да? Вот это разбавляют, конечно, мои засушливые джунгли, кактусовые, суккулентные эти пространства небольшим количеством этих орхидей. По цене они, кстати, были достаточно экономные, по 12 евро, 12 с копейками. То есть в среднем они у нас стоят 18-15 евро, а там по 12 евро. И плюс мне еще что понравилось, что небольшое количество зеленой массы, небольшое. То есть нет такого прям огромного количества листьев, да, во все стороны. И, кстати, я заметил, у меня были орхидеи из Ашана, это именно из нашего местного Ашана канарского. Они никогда не разрастаются очень сильно зеленью.
но при этом очень буйно цветут. Вот по всем орхидеям, которые были, из других садовых, они могут быстро отцвести, наращивать огромное количество зеленой массы в разные стороны листьев, а цветут не так активно. А вот ашановские орхидеи, не знаю, что их там за сорт у них специальный такой какой-то или поставщик, листьев не очень много, но очень много цветов. Поэтому вот такая красота. Друзья, посоветуйте мне, кто выращивал в керамзите, и как вам вообще такое выращивание, есть ли смысл, или все-таки придерживаться стандартной схемы, кора и может быть немножечко даже сфагнума добавить. Потому что в этот раз я хочу их придержать, не хочу их продавать, это место оно будет за ними, зарезервировано, пусть себе разрастаются, как раз таки 8 ровно их встало, да, можно даже и разрастаться попышнее и зелени. И будущие потом домашние цветоносы, они всегда очень красивее, намного красивее, на мой взгляд, выглядят, чем магазинные, потому что они такие уже более естественные формы принимают. И буду их выращивать. Все, вот показал вам просто обновки, а то в Инстаграме показал, а в Ютубе так и не показал. Теперь и вы знаете, друзья мои ютубовские. Берегите себя, до новых встреч. Кстати, если хотите видеть почаще какие-то новые вещи, я в целом не часто публикуюсь, но в Инстаграме я выкладываю их почаще. Мое имя там Nico and Jungle. Можете подписываться и следить первыми за тем, что происходит в моей цветочной жизни. Все, обнимаю вас, пока-пока.